15 июня, 23:59, а мы стартуем. Так, мы, собственно, остановились перед замесом. Лук убрал. Остановились перед замесом. Здесь у нас сейчас будет... не половцы, а разбойники. Но мы сейчас их быстренько почикаем. Главное понять, откуда их удобнее разбирать. Так, никого не вижу. Почему? Почему? А где? Looks like they smashed things up nicely. What's going on there? О, вон он. Hey, who's there? У-у-у. Может, он сам ко мне подбежит? Ничего не понимаю. А чё он убегает? А, он на меня бежит? Я думал, убегает. -1. Блин, еще лошадь помешала. Я случайно нажал вместо того, чтобы собака напала на него. Подозвал лошадь. Получилось не критично, но неприятно. Look what I've got for you. You'll love this. А вы царь качаем. Так, оружие какое у тебя будет, дружок? Какое-то херовое, видимо. Раз я в инвентаре не заинтересовался твоим оружием. 1. Ай-яй-яй. О, еще один. Блин, погребать уже хватит нам. Я боюсь, что сейчас я прилично уже огреб. В плане того, что все по доспехам моим. К сожалению. Все по моим доспехам пошло. 97, 93, 98. Не критично, но неприятно все равно. А меч, конечно, коротковат. Коротковат меч. К сожалению. Хотелось бы что-то получше. Но, так как этот меч прям хороший считается. Ой, еще один. И даже двое. Ой, как мне насували-то сейчас. У меня даже кровотечение открылось. Не, против двух драться это гран-при, конечно. Тут или убегать, или перезагружаться. Я перезагружусь. Ой, ладно. Придется пользоваться татарскими схемами. В плане того, что... Так, не понял. А почему я в Пребыславице загрузился?
Почему я в Пребыславице загрузился? Кто мне объяснит-то? Что за хрень? Ладно, сейчас попробую выйти вообще из игры. Вот так. И нажать продолжить опять. Ну вот совсем другой разговор. Вот совершенно другой разговор. Опять стартуем отсюда. И не надо нам ни с какой Пребыславицы опять скакать. Looks like they smashed things up nicely. Вон они, уроды. Все в самом дальнем концу. Сейчас ко мне прибегут. Вон уже один прям со всех ног херачит. Подождем его здесь на дороге. Опа. Двое оттуда куда-то побежали. Что происходит? -1. -2. Вообще как-то не странно, через вот эту дорогу выбежали. Выбежали через эту дорогу, соответственно. И обстоит вопрос, а почему через эту дорогу они выбежали? Хороший вопрос. Look what I've got. You'll love. Ладно, неважно, идем дальше. Вот так потихоньку будем их выманивать. Вон стоит, дежурит. Ой, блин, я запрыгнуть обратно не могу. Ай, да ладно. Охренеть. Вот, все, запрыгнул. Так, попугаем его стрелами. Пускай к нам сам выбежит. Бежит. У-у-у! Развалил его так просто с одной стрелы. Навык силы качнули. Уже 13-й. Неужели мы можем лук держать теперь нормально? С натянутой тетивой. Да, действительно. Мы теперь можем натянуть лук и держать стрелу. Топор лесоруба. Так, а мы потихоньку опять подкрадываемся. Ну как подкрадываемся? У-у-у, еще -1. Долбит нормально. Кстати, если посчитать урон от стрелы, какой? 117, между прочим. Плюс с каким-нибудь внезапным попаданием, я думаю, еще больше. Меня заметили.
Главное, чтобы он один прибежал, а не несколько их было. Потому что я уже вижу. Одного вижу. А второй ли там не маячил случайно? Не вижу. Мне показалось, что тут их несколько маячило. Таких умных людей. Ну да ладно. Видимо, не все еще спохватились, что здесь у них под носом что-то происходит. А лук свое отрабатывает отлично. Поражает наповал, так скажем. Пора разгрузиться, а то уже много весим. Пройдемся еще чуть-чуть вокруг. Оценим обстановку. Смотрим активности на движение. Вроде как чисто. Опа, голый. Голый вот прям там. Прям голый-голый. Собака пошла его грызть. Не знаю, мне кажется, он спал в какой-то момент такой. Потом раз. Что-то произошло, и он такой вскочил, а у него вся братва уже в грязь лицом, так сказать, ударила. Но здесь тупик. Проход только здесь. Дешевые шмотки, конечно. Еще разбойников я пока не вижу. Но они могут выскочить из любого очка, так сказать, как я и хотел сказать. Че, тоже лучник до хера, да? Получай. Лучник, блин. Куда собака убежала? Меч хороший.
Ну, вроде как всех разобрали. Сейчас, может быть, какие-нибудь, правда, тут лежат, спят, а я не заметил их. Но вроде не лежат, не спят. This is in surprisingly good condition. Так, ладно, здесь осмотрелись. Теперь нам надо на... Где мы находимся-то? Здесь. Выходим в дальнем конце. И пошли на штольню. Идем пешком, чтобы осмотреться получше. Меня больше всего интересует, почему в бывшем домике Бьянки идет дым из печной трубы. Ничего не понятно, но очень интересно. Ладно, видимо, они сделали вот эту вот тлеющую анимацию на все просто. Обычно тайнички какими-то под мостами бывают. Но, видимо, не в этот раз. Ладно, мы уже довольно далеко прошли, и причем мы сейчас придем на... Вот через этот мост, скорее всего, мы прошли. Прямо на вот это вот... На проверку состояния водных сооружений. Здесь тоже может быть какая-нибудь разбойничья засада. Аккуратненько сейчас подкрадываться будем. Я бы даже сказал, чуть ли не с натянутым луком. И лошадь подзовем, чтобы была рядом. Вот в этом домике любят разбойники спавниться. Но, видимо, не в этот раз. Интересно. Интересно. This doesn't look too bad. I guess those bastards didn't want to get soaked. Качаем навык, так сказать. Лопата, уголь, факел. В общем, все самое полезное, как обычно. Seems they had a good go at wrecking this, but it's still standing. Ну, теперь нам путь дорогой лежит прямо в штольню, о которой говорил мастер Фейфар. Пойдем прямо по дорожке, чтобы не заблудиться.
Опа! Гопники. Стоят, ждут. Или нет? Убежал куда-то. Побежал, вон он прям, побежал. Не знаю. Не знаю. В любом случае я туда зайду. Так сказать, мечом потыкаю. Не люблю, конечно, вот эти вот тесные пространства. Так, этот замок слишком сложный. Но я пытался. Я пытался. Но не преуспел в этом, к сожалению. Так, надо себе тоже свет выключить. А то реально не видно в темноте. Just looking around. You'd be wise to keep your nose out of here. This is a silver mine and no one's allowed. But you're here. I'm watching to make sure no one goes in. Something could fall on someone in there. Don't worry your head about it. I won't steal anything and I'll watch my step. But... Alright, off you go. But don't say I didn't warn you. Это тот самый пикинер? Может быть, он был хороший парень, а я в него прям так стрелой запулил. Ну, в общем, по факту. Нечего мне здесь в руднике, по-моему, делать. Вот он, рудокоп. Это рудокоп, это обычный работяга. А я в него нахрен стрелой. Благо он это, как его, возможно, меня не видел и решил убежать с линии, так сказать, нападения. Задание-то я выполнил. Проверь состояние штольни. Штольни рудника. Это вопрос. Это мне нужно теперь наверх подняться? Или устроить путешествие по руднику? Устроить путешествие по руднику. В поисках нужной нам штольни. Хороший вопрос. Потому что я уже не помню, что нам нужно. Если здесь вход и выход один, что в чем я сомневаюсь, то это великолепно. А так, посмотрим. Вот уже... Нет, пока все еще один путь. Никаких разветвлений не вижу. Так, мы пришли в какой-то лагерь. Hey, you there! What have you done? Me? It wasn't me. It must have been one of your lot pushed him down the shaft. If you hadn't come sniffing around, none of this would have happened. What's my being here got to do with it? What the fuck's been going on? Whatever it is, now you've got a murder to answer for. Only if someone finds out. I'm here by order of Sir Radzig and Master Fafar. Stealing the king's silver will get you burned at the stake. Nobody's been stealing any silver here.
We'll see about that soon enough. But if I were you, I'd make a run for it before I get out of here. I don't intend to go chasing across the province after anyone. Ha! You should be more worried we're not coming looking for you. So why don't you just stand there a while? Я ни хрена не вижу. Тут еще темно. Is that the best you can do? А в меня еще стреляют. И что-то далеко как-то стреляют, я хочу сказать. Так, доспехи в каком у меня состоянии? Почти в идеальном. Почти в идеальном. Теперь нужно будет нам найти место. Эти придурочные что? Спустились вниз? Ой, вам кабзда, ребята. Вам кабзда. Так, это первый. Второго не вижу. Где второй? Вот он меня видит. А, он все так же наверху стоит. О! Ну, он сам виноват, он сам спрыгнул с безопасного верха, чтобы попасть под мой меч. Бедняга. По факту, если очень захотеть, мне кажется, можно запрыгнуть и даже прямо на этот самый мост. Это, конечно, постараться надо. Ну да ладно. Нам, значит, нужно отсюда выбраться. Раз надо, значит, выбираемся. Повсюду грибы пещерные. Кстати, очень полезная хрень для изготовления всяких разных зелий. Как ингредиент. Но мы пока настолько профаны в алхимии, что прям беда. Так, есть лестница наверх. Есть путь дальше. А здесь у нас что есть? Здесь есть туннель. И лестница наверх. Начинается самое веселое. Видимо, из разряда «найди выход». Просто найди выход. Из этой штольни. Чем мы сейчас, наверное, и будем заниматься. Если тут, конечно, еще вопрос. Если тут еще разбойники. Вот что меня интересует. Здорово. Блин, вообще тыкает нормально этот меч. Как надо прям. Долбит нормально. Старый дедов меч. Есть спуск вниз. Пока мы его не будем использовать. Поворот влево-вправо. Ну тут реально заплутать можно. Я уже даже не запоминаю, куда я бегу. Куда и откуда. А чё на меня рудокопы нападают? Я просто не понимаю. В чем прикол-то?
И убежали, главное. Кстати, это место похоже на выход. А, я тебя догнал. What have we got here? Слабенькие какие-то. Да, это выход. У-у-у. Нормально их вообще колю. Просто правой клавишей мышки спамишь. И все. Вот и все счастье. Щуп. Какой-то кинжал, что ли? Не знаю, как он будет считаться. Так, один побежал сюда. Ладно, на самом деле не хочется в шахту углубляться. Вообще на выход шел. Поэтому идем просто на выход. Здорово, рудокоп. Я сзади тебя. Ну ладно, беги. А это не выход ни хрена, к сожалению. Значит, пойдем там вправо. Но я же видел, что как будто это был выход. Что же пошло не так? Интересный вопрос. А вот это уже похоже на выход. Но, возможно, им тоже не является. Нет, это выход. Это выход. Здорово. Чё, побежишь от меня? Ха-ха. Все, струсил, убежал. Да, щуп — это короткий меч. Довольно интересный был. Но с моим, конечно, не сравнится. Так, для задания мы, собственно, все сделали. Остается только доложить Фейфару. А Фейфар у нас находится не в Тальнбергеле. Он у нас в Ротае находится. Какие у нас есть ближайшие задания рядом? Но пока что. Мне кажется, что со скалицы лучше всего скакать прям сюда. Получать кучу новых заданий, всяких разных. Ну да, Сазава. Соответственно, в Сазаву скакать. В Сазаву через Самопеш, наверное, да? Все равно тут рядышком. И кузнец рядом будет. В общем, то, что нам надо. На меня голод напал. Сытость 50. Сейчас закинемся.
Вот так, как следует. И все, и уже не голодные. Так, плюс-минус я приблизительно понимаю, где я нахожусь. Yeah. 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 Вот так вот примерно вдоль речечки. И мы выходим как раз на самопеш. На садок. Yeah. 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 Так, просто приостановился осмотреться. И ничего не произошло, да, так сказать. Так, заспавнится ли здесь замес? Заспавнился. Потрясающе. Вот он. Один стоит. Вот они все разбойники. Разбойники, прям реально разбойники. И они сейчас будут там с половцами драться. Разбойники, которые будут драться с половцами, да? А с них можно еще будет всякого добра на этот набрать с их трупиков, так сказать. Сейчас они там друг друга перебьют, а мы им поможем. Ой, половцы выиграли, разбойники проиграли. Сейчас на меня ополчатся. Сейчас заметят же. Заметили. Этот Пика меня напрягает. Он слишком латный. Слишком латный человек. А вот это слишком страшный. Слишком страшный. Ой, промазал. Слишком далеко я отбежал уже. Боюсь, что возвращаться будет проблемно. Собаку мою подбили. Где эти казахи? Не вижу. Вот с них нормально лут падает. Вот доспех на 700. Доспех на 700 это вообще классная тема. К
Кстати, вот этот тяжелый боевой молот как будто получше смотрится. Его бы еще отремонтировать как следует. Не видите, что я здесь застрял? О, меня игра вытолкнула, помогла, так сказать. Как бы засады сзади не было. Какой-нибудь неприятный. Тренируемся в владении луком. Я вообще похрен, просто идут себе и идут. А я, может быть, лута хочу с них. Какого-нибудь хорошего. О, бежит, 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 бежит. Один, по крайней мере. Вот второй бежит. Опа. Блин, не знаю, как с ними вдвоем драться. О. Татары. Минус один. Ну блин, один раз по мне хорошо попали. Прям с лука, да? Аж доспех там хрустнул. Куртка моя хрустнула. Парчевая. Ладно, я так полагаю, все, пора лутаться. Пора и будем. Меч 440. Тесак. Топор под 400 по 500. Отлично. $500. Панский кольчужный. Ламеллярный 800. Луки все подбираем, потому что они бывают сильно отличаются друг от друга. Стражник дохлый. Ух, с хорошим лутом. Кутногорский панцирь 1400. Латный поножа. Тоже хреново куча вообще. Щит Сазавского гарнизона. Ну так мы палиться не будем. Отбирать, так сказать. Настолько палевные вещи. Сравниваем луки. Примерно такие же, как у нас. Если не хуже. Убираем. Щуп выкинем. Ну, с молотками вопрос открытый. Вот реально. Колоть я ими точно не собираюсь. Защиты у него чуть-чуть меньше. Обаяние тяжелый молот дает больше, но прочность у него меньше. Ну и защиты чуть-чуть меньше. Но по факту этот тяжелый боевой молот, он лучше. Реально лучше. Так, это пика у нас. И стражники. О. Поборник на 700, 689. Половецкие шпоры почему-то у стражника что-то делают. Кстати, хороший вопрос. Что они делают у стражника? Может, он как раз снимал их с мертвого половца. И в этот момент прибегают разбойники. Золотые шпоры 2300. Джекпот. Миланская бригантина 200. Миланские латные наплечники 1700. Составные панские поножи 1000. Хунцхегель 1400. Это просто лучше быть не может. Это самые лучшие вещи на нем были.
На этом разбойнике. Самые охрененные вещи на нем были сейчас. Надо сейчас не забыть обязательно сохраниться. Еще один разбойник. 400, 300. Миланский панцирь 1400. Ну, этот похуже одет чуть-чуть. Прям чуть-чуть. Так, вроде бы все. К сожалению. Но я считаю, здесь очень хороший улов. Прям очень хороший. Прям настолько хороший, что можно даже что-то взять. Что-то взять и даже взять и на себя одеть. Вот в чем прикол. А сейчас я когда до кузнеца доберусь, я буду выяснять, что мне отремонтировать, что оставить и прочее, и прочее, и прочее. Еще один замес. Мне везет. Мне везет на припасы. Шнапсика двинем. Сохранимся перед этим делом. Шнапс тут очень быстро будет окупаться. Кстати, по-моему, они со стражниками дерутся. Половец... Нет, половец с разбойниками дерутся. Половцы с разбойниками. Убегаем. Мы не хотим огребать. Половцы с разбойниками это, конечно, хорошо. Но пускай они сами разбираются. А нас в это не втягивают. Я-то думал, они со стражниками дерутся. А тут вот что происходит. Какие назойливые. Смотрите на них. Бегут и бегут. Причем вдвоем. Бегут и бегут. Надоедло. -1. А вот этот жесткий, по-моему. Какой-то он жесткий. У него какой-то доспех такой прикольный. 3 стрелы уже принял. О, на 4-ю не выдержал. Интересные товарищи. Ахенская темная. Офигеть. Вот это улов. Вот это улов. Я с таким уловом моментально костел построю в Пребыславице вообще. Моментально. Тяжелый щит. Боевой топор, окованный железом. Это, кстати, один из лучших топоров вроде бы. Бацене 1200. Бригантина 1200. 1000. Офигеть улов. Офигеть просто. Да, вот он, боевой топор окованный железом. Режущий 40, ударность 45. Минимальная сила 14. Вот если еще топорами научиться пользоваться, это будет просто... Это будет великолепно просто вообще. Поехали остальных класть. Их там еще должно быть минимум 2, наверное. Так, вот еще один бежит, еще один бежит. 2 вижу. Один стоит, что-то там нюхает, так сказать. Мы пока здесь дернем.
интересных шмоток. Кстати, конь еще может целую сотку таскать вообще без проблем. 2300 золотые шпоры. Темная куртка 700. Украшенный кольчужный этот, блин. Шишак почти 3 сотки. Специально перекидываю все на лошадь, потому что мне нужна мобильность. Мне нужна мобильность перемещения. Блин, бежит ко мне. Ну что, 1 на 1 я его завалю? Бери его. Ну давай, песик, лови его, блин. Сам справился, придурочный. Щит, кстати, лучший. У меня такой же. Церемониальная булава. Тоже одна из лучших. Ахенская темная. Латный подножи мессерские. Блин, вообще очень удивлен. Очень удивлен таким лутом. Серебряные шпоры. Не золотые, конечно, но тоже стоит очень хорошо. Прям очень хорошо стоит. И булава, конечно, это прям... Прямо в сердечко. Она, возможно, даже лучше боевого молота этого. Если их сравнивать, то да, действительно лучше. И защита она больше дает. В общем, мы получили самую лучшую булаву, не покупая. Просто не покупая, получили самую лучшую булаву и самый лучший топор, кованный железом. Тут, кстати, все еще могут быть неприятности. Вижу 2 трупа, а больше никого не вижу. Саксонские составные тоже хорошо стоят. Кольчужный койф. Лук. Ламеллярный доспех. Топор, не знаю, что будет стоить. Тесак мастера ловчего, это сразу тоже 400-500. Так, сравниваем луки. У меня уже есть... Блин, перегруз у меня, перегруз у лошади. Прискорбно, прискорбно. Тогда нам нужно очень срочно ехать в Самопеш уже, пока мы окончательно здесь не загрустили. Но мы-то в этих лесах точно не загрустим, потому что у нас тут уже такой улов хороший. Так, это травница у нас. Травница, понятно все. Она у нас здесь. Все, вот здесь через речку выходим, и как раз мы выходим на Самопеш. Самой ближайшей дорогой. Залетаем к кузнецу.
Посмотрим, какой у него I'm бюджет. at your service. И отремонтируем сейчас сами еще. Поторгуемся. Хотим Let's скидку. talk about the. Хотим скидку. All right, sir. God be with you. Так, бюджет торговца 439. Это очень мало. Это прям очень мало. Ладно, пытаемся продать, что имеем. Всякие луки, например. Вот они, половецкие. В зависимости от состояния, соответственно, там и цена такая. У нас самый лучший. Торгуемся, пытаемся назначить максимальную цену. Finally. Ну, там плюс-минус, да? Чуть-чуть с рюкзака слили, теперь мы, по крайней мере, передвигаемся нормально. Все, едем в Сазаву. Сазава у нас просто рай торговцев. Наравне с Ротаю, потому что город большой, он разделен там на две части. Так сказать, сторона монастыря и сторона Yeah. такая, более жилая, предприятельская, то есть там всякие кожевники, кузнецы, всякие лавки, там же площадь города. Yeah. Что-то забыл, Yeah. товарищ странник. Но сначала нам нужно открыть все, что мы не открыли. Конкретно вот эти знаки вопросиков. Вот эти все знаки вопросиков надо открыть. Там будут всякие всевозможные торговцы и прочее. Вот он, монастырский двор. Тут у нас происшествие какое-то случилось. Ай, красота. Возьмем все. Yeah. Набрали херни, как обычно. Так, мы сейчас залетели вот в этот дворик. Нам нужно правее. Тут у нас Йоханка, соответственно, вот она. Just for a while, he says. To help your neighbors, he says. But I need more been for weeks. them. We can supply you with a few more blankets, but not many. Look at them. I hope Look they at the live soon. state they're in. I know the wounded need caring for. One of them dragged himself in here with broken ribs, and now he's going to die from pneumonia and starvation. Look, we're doing the best we can, and this kind of attitude isn't helping. I bid you good day. Ой, товарищ смотритель, ну ты даешь. Может тебя обокрасть, придурочный. А вот Йоханочка. Йоханка? Henry? I'm glad to see you. Me too. Да ты вся в говне. Heard that you're doing well. Well, that depends. You're alive. So you're doing well. What's happening here? Oh my god. Philip and... they're all... Yes. Where do you think the wounded ended up? Actually, I had no idea. Well, now you know. Me and Nicodemus have been trying to keep things under control since Skalitz was raised. Just the two of us. Can I help at all? Certainly. We can always use an extra pair of hands here.
And it's been like that since the beginning. I was in a bad way myself back then. They took me to Rat Eye unconscious, and I needed a healer. How is everyone holding up? What can I do? Holding up. People here are dying, usually needlessly, and I can't do anything about it. We don't have enough food or space or anyone who's willing to help us. Why is there a guard outside? He's here because of me. Because of you? Yes. There was one time I just had enough of it all, of the way they treat us, and I almost slapped one of... But that doesn't matter. Doesn't the monastery care for them? They give us some food for them and a place to sleep, but I wouldn't say they help exactly. More like they just tolerate us. Do you have enough food? Enough to survive, maybe, but convalescents need feeding up. Maybe if I brought some meat, some game, that would strengthen them up. That would be a great help. Anything else you need? Look around. Well, it is a little crowded. Crowded? I've had to leave some of the sick lying in the open air, even at night. And have you seen what they're lying on? I'll try to negotiate better conditions with the monastery. I tried that, out loud. They just nod their heads, but don't move a muscle. Very well. Doesn't anyone help you with nursing these people? You've got scholars all around you. Scholars, maybe, but they leave the healing up to God. Nicodemus is trying, but everything he knows is from his books. Can I have a look at them myself? I know a little about healing. Do you now? And what would you do if you burnt yourself at the forge? First, you have to cool it down with water. Marigold ointment helps, and it's better if you don't bind it and let it breathe. You do know what you're talking about. Looks like blacksmiths know about more than just pulling teeth. Pulling teeth? Nothing to it. As long as you don't squeeze the pincers too hard and crush them. Well, go and see if anyone needs anything. Just don't go pulling anyone's teeth. And how are you doing? You're the only woman here, alone in the monastery. Some of the monks speak to me, but other people act like I don't exist. Стражник сзади. Custodian isn't one of those. Is the Сует custodian туда вести causing охоту. problems? All the time. Apparently he has a wife somewhere, but that Такой, doesn't чем stop. заняться, He's блядь, constantly придурочный. strutting around in front of me. And, what else? What do you mean, what else? He's invited me to his home. I could do something about it, if you liked. No, I can deal with him. The last thing I need is you going around threatening people. It won't help me, and it definitely won't help the refugees. What can you tell me about the custodian? He's supposed to be in charge of all the guards and the security of the monastery. But really, he has a say in pretty much everything, including supplies. And that's why he probably thinks he can do whatever he wants. All right, that's all I need to know. Look, Henry, I know I can speak harshly, but I'm at the end of my tether. Last week, Bohuslav died. Maybe you knew him. And nobody even blinked an eye. We desperately need help. I'll do whatever's in my power. Так, надо поговорить с Никодимом. Так, про Королевское Серебро понятно, шайка ублюдков пока тоже. У нас здесь, рядышком, мародеры задание. Водолей. Секрет Стали. Ну, Дом Божий еще. Ну ладно, пока Водолея уберем. Поставим Дом Божий. Еще рядышком неупокоенный дух. Еще получить надо украшенный этот венец из Сазавы. Очень много всего у нас здесь, собственно.
Вот он, брат Никодим. You're the one who's in charge of the wounded. Yes, I'm the infirmarius here. Time was I only had a few elderly monks who couldn't walk to take care of. Now I have this mess to deal with. Monks so old they can't hold themselves up with their own legs. Oh, if that were the only bodily function they could control. But I shouldn't talk like that. It's a blessing to live to such an age. I'd like to learn something from you. And what can you do? A bit of everything. Can you now? But to be more precise, do you understand herbs and medicinal plants? I do. In that case, you've come to the right place. Someone who knows what they're doing will have it done in a jiffy. Go to the herb garden, take a good look at what's growing there, and then pull up the weeds in the herbaceous beds. Is that clear? Clear. I can get cracking. Not so fast. Have I even told you what I consider a weed? It's dandelions, stinging nettles, and thistles. Those plants have their use, but they've no business growing among the euphrasia and the mentha, or anywhere else in that garden for that matter. I see. Once you've cleared the garden of weeds, come back. And woe betide you if you pull up anything but weeds. Don't worry. You've never had as good a gardener. Why are they so badly provided for? People are crammed in next to each other, and some have to sleep outside. That can't be good for them. It gets freezing here at night. I can't afford anything more for them. How is that possible? You're the infirmarius. You decide how all the money gets spent. But I have no say in how much money I'm given. And because the abbot's away, it's still the same amount I had when I was taking care of a few old men. And the local custodian? His crew has enough provisions. I tried him, but it seems he had some disagreement with Yоханка, and now he won't give us anything. I'll try to talk to him. Can't you do anything? Won't the others help? Unfortunately not. The brothers in the cloister aren't much interested in the external world, and the custodian has enough on his plate with the chaos in the region. Besides, his main concern is the smooth running of the monastery. I can't believe your conscience lets you leave the Skalitz locals in such a state. I know. I'm shamed. But my brothers believe it's all in God's hands now. Even so, conditions here seem to me quite unchristian. You're not the only one. How are the wounded from Skalitz? Some of them are well taken care of. But others are dying here needlessly. It's a good thing we have Yоханка here. I'd never be able to manage on my own. How can I help you? Have you talked to Yоханка? I did. Well, if you know something about it, then go and take a look. However, you don't look like you've studied the Hippocratic arts. That's true. I'm the son of a blacksmith, but I have been around the wounded before. What do I do if I'm not sure of the treatment? Come and speak to me. We'll see what we can do. So you don't normally treat the wounded, then? Well, there were accidents, of course. A broken leg, someone who'd been kicked by a cow or bitten by a goat. But this, I've never dealt with the carnage of battle before. If only it had been a battle. Quiet! This was cold-blooded slaughter. You were there? God be merciful to you and the dead and the wounded. What do you think about the custodian? Baron von Berg? Well, he does his job well. He keeps us safe here. And the last time I saw him was when I was rubbing ointment on his rash. I heard he's been here a lot lately. That's true. He comes to visit Yоханка, but he's never here long, and he always leaves unsatisfied. Thank you. Подкатывает свои яйки к Йоханочке. Would you teach me more about alchemy? Certainly.
I'm interested in more advanced techniques. Wouldn't you Раз тебе не rather learn... нужно изучить основы. Ну, естественно, мне нужно изучить основы. У меня Well, даже, наверное, первого I'll think уровня it over. алхимика нет. Ну, точнее, второго. Кошмар. Кошмар. Повязка. О, ништяк здесь. Всякого добра. Everything here is fine. Christ above! I can't get a wink of sleep. What are you making such a fuss about? A fuss? Because of my leg, I have to stay here for at least another week. Hurts like fuck. And with everyone else moaning and groaning all night, I can't get any sleep. Maybe I can make you something to help you sleep. Oh, then for God's sake, do it quickly. Take care now. I can't. I just can't. Everything here is fine. Philip, from Skalitz. I don't see any wounds, but he's shaking terribly. Everything here is fine. What are the... You're not from Skalitz? No, but please help me. I can't stay here. Is there anything I can do to help? It looks like they took care of your wounds. When I was little, my father got trampled on by a horse, and an old hag from the village gave him some kind of purple herbs for it. And he got better very quickly. And do you remember what the herbs were? I don't. But there's supposed to be the whole cursed knowledge of the world in this place. Something has to be written about it. A herbarium, anything. I'll try to find something. Thank you. Thank you. Farewell. Hopefully I have what... Фиолетовая трава. У меня такой нет. Good luck to you. Where? What's happening? You look all right? Mostly, but my leg still hurts. Did the humans wound you? That's what I tell the ladies. Truth is, I did myself a mischief while I was running away. And do they rebandage it for you? Occasionally. They told me they don't have enough bandages. Well, that's no use. Those bandages need changing. I've got bandages, so I can take care of it. Wonderful. Could you tell Brother Nicodemus? I can do it myself. I thought you were a blacksmith. Well, fine. May the Lord... Успех. Huh? How are you feeling? Good. It feels clean. Hope it helps. It will. Tell them to rebandage you daily. You have the bandages here. Thank you very much, Henry. Don't mention it. Я ему Good еще luck to you. повязок дал, что ли, или чё? Что происходит? Everything here is fine. He just needs to sleep. О, повязочка. Бушная, интересно. Тут вообще пусто. Хоть садись, спи. He's not reacting. But all I can see that's wrong with him is his leg. I have to ask Yоханкой. These wounds have been well taken care of. These wounds have been well taken care of.
What have you been doing? What happened to Philip? Poor man. There was nothing wrong with him, and now he's getting worse every day. But do you know why? Maybe. He didn't run away from Skalitz, you see. He hid for days among the corpses. If he got poisoned. But what can we do? Us? Nothing. Only Father Simon might have been able to save him. He knew a lot about poisons. But I found him. He preaches in a church in Rovna. He's alive. Then talk to him. One of the sick men, Semek, is complaining about pain and the fact he can't work. He says he... Semek? Is he one of our people? No, he's a construction worker. He's bruised and confined to... Henry, for God's sake. Our neighbors are dying here. Your friends. There isn't time to waste on some construction worker's bruises. Oh, honestly, what were you thinking? Listen, all I need to find out is the name of a herb. Then go and look it up in a book. You've got your own herbarium, haven't you? What's wrong with that man by the altar? He doesn't look wounded, but he's really pale and doesn't react at all. He had a broken leg. A bad one. The bone had come right through the skin. We tried to straighten it, but I don't know if we did it right. I'm not holding out much hope for him. I've seen folk in that state before, and it didn't end well. My God, there has to be something we can do. And what do you suggest? The monks won't help, and I don't know anyone else who can. Well, I can try. I'll straighten his leg. You? I'll give it a go. It's not like I can make it any worse. So you don't know anything? Don't even think about touching that poor man. What about the executioner from Ratai? He usually breaks bones, but he might know something about mending them too. The executioner? Even if you could persuade him to come, they'll never let him in here. Well, maybe it would be enough if he advised me and then I tried... Look, do whatever you want. I have to go and take care of the others. Good luck then. Может, я ему сам вправлю, а? Не получится. Эх, жалко. Жалко. And who are you? Brother Elias. What do you do here? What I can. I'm just trying to help the Skalitz locals as much as I can. Do you know anything about healing? A little. I can manage the basics, but without Brother Nicodemus, I'd never be able to deal with the more difficult cases. How long have you been helping here? Since before the refugees arrived. It was much less crowded back then. And what do you do here exactly? Mainly, I help Brother Nicodemus. Occasionally, I keep watch at night in case someone takes a turn for the worse. Sometimes I have to hold a patient down, or fetch and carry things. Thank you. May the Lord watch over you. Надо с Никодимом перетереть. How about some potion to induce heavy sleep? Certainly. The old reliable. Reliable? Some of the brothers like a good sleep, and sometimes that's the only way to get one. I'll show you how. Thanks. Do you know anything about herbs? I'm not an expert, but I know a little something. Is it urgent? Well, one of the workers who was injured during construction would like to get back to work. He mentioned some purple flowers that would... Herbs. Oh, purple herbs that should help. I couldn't tell you off the top of my head, but you can have a look in the herbarium here. There won't be too many purple herbs for bruises and sprains. Lord watch over you.
И у него нету фиолетовых цветков. Но ё-моё. Надо какой-нибудь херни ему продать. Let's talk about. Well, Че мусор ему скинул. И торгуемся. What about this? close. Aye, for that. Так, с этим разобрались. Пойдем сначала сбегаем к попечителю. И тут еще одновременно надо сорнячков бы дернуть. Так, значит, заказывали нам выдернуть чертополох. Это фиолетовые цветки, походу. Одуванчики. Это, по-моему, желтые. И крапиву. Крапиву, одуванчики и чертополох. Получен новый уровень травничества. Look what I've. You'll love. Так, одуванчики здесь где-нибудь еще есть на участке? Не вижу. Есть. Замаскировались, блин. Так, ну сейчас вроде хорошо.
участке хорошо, переходим к этому. То же самое. Дуванчики, крапива, чертополох. А еще мешающая собака. Так, не вижу, одуванчики здесь есть. Вроде нет. Так, здесь тоже успешно справились. Остался вот этот. Маленький садик с окопником. Еще, оказывается, одуванчики есть. Спрятавшиеся. Ну, вроде все. Тут уже, я так понимаю, собирать не нужно. Главное, вот там. Ну все, справились. Сходим к попечителю сначала. Время у нас вечернее. Будем надеяться, что там открыто. I am at your service. Whose house is this? It's our local custodians. The most esteemed Sir Sebastian, Baron von Berg.
What does the custodian do anyway? Well, he's meant to look after the local community and keep the peace. But in fact, he seems more interested in robbing everyone blind. you don't seem to think very much of him. Well, of course I do. A man with a nose so stuck up that it acts as a rain funnel can't be all bad. I'm much obliged. Don't mention it. You look bored. Beyond tears. How can you be bored here in Sasau? In such a holy place, filled with knowledge. Don't even talk to me about it. They won't let you touch the books. They don't want to talk to you. And when I wanted to look at the remains of St. Procopius, at least, they ran me off. Me! Like some kind of thief. What good is the whole blasted monastery if I can't even do that? Well, they say there's not much left of poor Procopius. What's that got to do with anything? I'm not blaming you. It's just that only monks have access to the reliquary in the crypt. Folk were even taking relics away from St. Procopius' cave for protection before. Now no one's allowed in there. I know. But I'd never dream of doing that. I just wanted to touch them for luck. Maybe I could help you. How? You're not planning some mischief, are you? You know what, bugger off. I was trying to help. Help is one thing, but desecrating holy relics is something completely different. Take care now. What the... Где он наверху сидит, что ли? Где? Спит? Алло, проснись. I'm honored that you should come to me. I've come from Captain Robard. And what might the captain be wanting to let me know? I'm not a messenger. I've nothing to report. The captain thought I could lend you a hand. Oh, so it's you, the hero of Talmberg. So be it. If you succeed, I'll gladly reward you. And if you don't, I won't be shedding any tears. We know that one of their encampments is on the hill by Skeletts, nearby the mines. I'll take a look there. I'm helping at the infirmary now, and I came to... Ah, and how is Yochanka? Do you know her well? Yes, I do. Good, good. Does she ever talk about me? Sometimes. A little. That's good. Excellent. Yochanka means a lot to me. I'm mainly here for supplies and to talk about the state of the wounded from Skeletts. They need blankets, food... Well, that's not my problem. Let the infirmarius take care of it. His hands are tied. Until the abbot comes back, he can't get anything. And why should that interest me? Потому что я заплачу вам. Ну давай попробуем. Because I'll pay you. For supplies? But of course. That will be... Oh, come off it. You get your supplies from the monastery for free. No one will bat an eyelid if you ask for more. Blankets can get chewed up by mice. Food can go off. Торгуемся. Хотя бы до 135. Satisfied? I'd almost... Ну ладно, 140. Yes. These things happen, certainly. And as long as the monastery needs my protection, they'll have to put up with it. God be with you. Так, добыли припасы. Потрясающе. Тема. Сральник. Сложные сундуки какие-то там. Сложные лестницы. Так, пойдем, значит, разберемся сначала с сорняками. Ну, мы разобрались, соответственно. Завершим задание, да? Даже ничего не выкинешь. Травы набрал, блин, себе в рюкзак.
Где это гнездо? Оно не упало, что ли? Ничего не понимаю. Greetings. Tell me more. All right. God be with you. Так, товарищ Никодим. It's done. Did you weed the beds and leave what should be growing there alone? Not a leaf wasted. I'm glad to hear it. I'm going to check with my own eyes. Take care now. Пойдет меня проверять. Ну, пойдем, пойдем. Сквозь стражника прошел. Просто какой-то Нео. Ну, уже пора расчехлять факел, наверное. Давай, смотри, красиво же. Were you satisfied with my weeding? It wasn't the best work I've ever seen, but you pulled up more weeds than herbs, so you deserve a reward. Farewell. Да в смысле? Я тут все по фэншуй сделал. А он меня это троллит еще. И 75 монет это вообще сильно, конечно. Прям реально хорошо и сильно. Так, у нас там новое задание есть. Раз. И новое задание 2. Вон звездочками. Никодима? Do you need any more help? Knowledge of herbal remedies always comes in handy. Listen up. We have some new brothers who are meant to help me with the wounded, but not all of them know their medicinal herbs as well as I'd hope. They'll have to be taught. I'm not much of a teacher. I should imagine not. But you won't be doing any teaching, just helping me put together our new herbarium. I shall need all of the herbs mentioned in the old one. That sounds easy. I'll be right back. Don't be so sure. Some of the herbs are shy little things, prone to hiding from sight. When you've collected one of each, come back for your reward. One more thing. Bring me some old book or other. We'll scrape off the old ink to make a palimpsest, and use the blank pages for the herbarium. An old book. Very well. Good luck to you. Интересное задание. Прям да. Че, он все равно задание хочет мне дать? Придурочный. Whose house is? Salo. You don't seem to... I'm much obliged.
God be with you. И чё, теперь я у него задание не получу? Whose house? What? But But you don't seem. I'm much. may the Lord watch over Может, you. надо это просто днем взять? Квест. Все еще передвигаемся пешком. Где бы завалиться спать? Может быть, где-нибудь здесь? О, сундук. Ни хрена себе. Оформляем. Не, херня какая-то внутри. Я думал, что-нибудь подороже будет. А тут такое. Короче, в любом случае нам надо ждать утра. Заодно сохранимся. Так, замечательно поспали. Продолжаем. В 7 утра, светло, хорошо. Это я случайно консоль нажал. Не обращайте внимания, так сказать. Характеристики. Общий уровень у нас повысился. Так, а смогу ли я вылечить опять этого придурочного? Надо Йоханку спросить, где она, кстати. Tell me. All right. Нет, уже поздно, к сожалению. I've got those herbs you wanted. Let me see if you have. Are you trying to waste my time? О, у него 180 монет, неплохо. Можно немножко чего-нибудь слить. Всяких мяса, например. Тухлого мяса зайца. Такой, на, держи, не благодари, чел. $46 крапив. Продадим 45, конечно же.
let's talk about... Так вот мелочь ему продали. All right. Разгрузились, теперь можем бегать. Ура. Ура. А... Так, я какого-то пробежал товарища, вот этого, брат-привратник. Can I take a look inside the monastery? What's got into you, boy? The grounds inside the monastery belong to the monks of the Order of Saint Benedict. No others shall pass. I've been sent here from Talmberg. I'm to speak with the one responsible for construction. That'll be the master builder. Or with our brother, the overseer. What matter is it you're here about? It has to do with the stone for construction. Ah, then that's a matter of supply. You'll want to talk to the overseer. He knows more about that sort of thing. His study's right above us, more or less. Go up the steps to the left and then head back in this direction, almost the whole way. Good luck to you. Так, ну со смотрителем я еще поговорю, но мне нужно выяснить, это дневное задание или так уже пропущенное, проваленное, так сказать. Мы сейчас узнаем. Ага. Закрыто. Закрыто. Ладно, попозже сюда еще вернемся. Вот он, писарь вроде бы. Да? Смотрите. I hope I can be of some humble service to you. I've come in the name of Sir Divish. I'd like to have a look around the spot where the accident happened. And why is Sir Divish interested in that regrettable accident? He'd like to know what role the masonry had in it, or at least its quality. I guess it played a crucial role. But I don't intend to stand in the way of your investigation. I've already made sure the poor man was well taken care of, and that's enough for me. Thank you. I appreciate it. I heard that you were late with your payment to the Talmberg quarry. That's true. We ourselves had late payments, and it took some time before we gathered enough money to pay. But that's happened in the past. They sent you a letter from Talmberg. Really? Hand it over then. Oh no, I'm not the messenger. They sent it earlier. And it still hasn't arrived? It depends on who the letter was passed on to, but I'm sure it will find its way here in the end. Who's in charge of purchasing materials for the construction? Mainly it's me. I pay the fees and make arrangements for delivery, but those in charge of the actual building take care of the rest. I'm not knowledgeable when it comes to the quality of stone. They had the red stone delivered from a long way off. They take care of storage as well? Yes, but usually whatever arrives is used up straight away. The construction is in full progress. Do you remember when they brought the last delivery of stone? Yes. It rained a lot that week, so they let the carriage sit right outside of the gate on the other side of the wall. It took some time before it was dry enough for further transport. And there wasn't anything strange about it? A little strange, I suppose. Usually they bring us a large block of stone, which the builders cut to size. But this time it was a number of smaller pieces. No one complained. They probably saw it as less work. May the Lord watch over you. Подмена камня произошла. Змола. Ой, блин. Я-то вообще и забыл, где вход. А он там по-татарски так расположен. Оп. Аж вот этот домик. Доброе утро.
My respects to you. The overseer sent me. You're to show me the place where the accident happened. Like I've got time to spare to show you round. He should have done it himself. Why do you want to know, anyway? Because of the Talmberg stone. If they really are delivering poor quality material, then there should be consequences. I'd be interested in what kind. But I'm guessing the overseer likes the idea of cheaper stone, right? And have you noticed anything else going on? Of course. It's a construction site. Things are always going wrong. The men are always complaining, and the work isn't being done fast enough. So it's just like any other building work? Essentially, yes. Occasionally someone brings in bad wood, or a man cuts off his thumb and blames it on a bad omen, and then there's all these rumors going round. I'd be interested to know what the men talk about. Who's been stealing, which men from the monastery go to visit women, how the work's going, normal things. It's only the talk about the curse that's not in the normal run of things. And then there's that devil's skull they dug up. You talked about the devil's skull? I did. They say it was found in the hole dug for the foundation of the scaffolding. They moved it so it would do its harm elsewhere. But I wasn't there to see it, so I don't know. And who might know more? Shouldn't you be investigating the stone? Leszek's in charge of the scaffolding, so ask him if you really have to know. He might tell you something. Who's stealing? Could someone be stealing the stone? According to the rumors, everyone, from the abbot and the custodian down to the lowest laborer. It's like with whores and dice. There's no protection against slander. And something gets lost here and there, that's true. But nobody stole any stone. There wouldn't be any left if every man here started helping himself, would there? Where's the scene of the accident? It didn't happen on the main site. It was at the outbuilding next to the church, right under the long stairs before the entrance door. Ask my assistant who's in charge there. You'll easily recognize him. He dresses up like he owns the place. May the Lord watch over you. Нам нужен тот самый разодетый смола. Где он? Внизу, что ли? Что-то рискую. Пустой сундук. А тут? Две повязочки. Тяжеловат замок, конечно. Ладно, пойдем достанем череп из воды. У нас где-то здесь должен валяться. Интересное место.
А, самогон. Действительно интересный. Получается. Так, ну, утро. Пробуем. God save you. Who's what is but But in fact, Не, I'm все. much obliged. Ему теперь, мне кажется, надо чашку принести прямо с этого, так сказать, с места преступления, да? А по-другому никак не получится, видимо. The stone fell on him here. You can still see the marks. This has to be the stone that hit him. I'll take a piece of it. Maybe someone will recognize it. Ну вот, а было очень тяжело. Ну, именно метод открытия очень тяжело. А теперь нормально. Так, миску из пещеры взяли. Попробуем сходить к товарищу, который просил какой-нибудь религиозный предмет. take care now. Who's I'm much Ну все, квест провален, получается. Звездочка остается. Больше ничего не появляется. Соответственно. Так, какой-то товарищ тут перемещается, надо... У него спросить, что кого. I heard you found something. It's true. I dug it up during work. I then ran away with it and got rid of it so the others wouldn't see. But rumors spread anyway. And what was it that nobody was supposed to see? What do you think? A demon skull. And where is it now? What did you do with it? I was taking it down to the river to throw it in. Only I dropped it at the top of the slope and it rolled downhill. The devil alone knows where it ended up. I'll see if I can find it. Take care now. Я же его уже нашел, блин, придурочный. Is this it? Jesus Christ! Where did you get that awful thing? And why are you bringing it here? I don't think it's real.
what are you? An expert in devil's skulls? Where's the knacker in Sazava? He lives between the rat house and the church. Thank you. Good luck to you. Так, с этим разобрались. Теперь нужно открыть два знака вопросика. Один здесь на углу, один там. Ой, частная территория, сорян. Так, ты узнал, где травник. А если мы подойдем прямо в этот угол? То мы узнаем, где еще и алхимический стол, видимо, да? Да. Ничего сложного. I'm at your... I'm looking for the master engraver. He's probably in his work. Good luck to you. Так, мельник. Теперь здесь два места. Не помню под что, под кузницу или под гравера. Кто здесь? Еще правее. Да, точно вспомнил. Кузнец вот здесь и еще что-то там. Что-то там еще. Точно, вот он, точильный круг. Точильный круг это раз. Кстати, надо топорик наточить. Ну, вроде хорошо. 91. Можно еще поднаточить, попробовать. Минус 9. Хорошо. Еще лучше. God be with you. Farewell. Ого, булава, как дорого стоит отремонтировать. Интересно, смогу я ее отремонтировать сам? I'd like to make you an offer. Have you heard about Prebıslавицы? Don't bother me now, young fella. I've got that sneaky fucker Otter to... God be with you. 409. Какие же они бедные. Какие же они бедные. Просто капец. Good luck to you. Ни хрена себе меч. 62-62. Хрупкий клинок. Прочность 53. Ну блин, по факту. Дуэлянт-то получше, наверное, будет. Единственное, да, хрупкий клинок, но я не думаю, что это нам сильно как-то мешает. Хотя стоит он дешевле. Ну блин, хороший меч. Реально хороший меч.
Жалко, конечно. А, пофиг, меняем жало на дуэлянта и точка. Let's talk. Final. Надо его только поднаточить. Так, успешно. 99, хорошо. Ну тогда нам надо все остальное заточить, правильно, чтобы цена больше была. Плюс навык улучшится. Что может быть лучше, правильно? Точишь себе, точишь, навык повышается. Ну и цена. На цену тоже влияет. Качество оружия. Ну, наточить меч вообще как бы 5 секунд делов, да, грубо говоря. И это хорошо на цену повлияет, поэтому это нужно делать прям. Прям нужно.
Ну вот, 99 из 100. Тут вообще все потрясающе. Вот здесь кто-то еще тусуется. В этом здании. Так, дуэлянта на себя вешаем. Кстати, не такой уж и дешевый меч на самом деле. Так, у одного человека в поле задания вот здесь. Это я тоже помню. God be with you. Do you want something? I do. And you look like the kind of fellow who knows a thing or two and wouldn't mind a bit of work that's not entirely, well, honest. What's it about? I'm looking for someone who knows how to dip her pockets. For a reward, of course. Well, then it's lucky for you that I happened along. Who do you want me to rob? There's a farmer who lives in the craftsman's yard. He made a killing supplying vegetables to the monastery. I worked for him for a while, but then he threw me out without even paying me for my labor. I'd like you to steal the groschen he owes me. And also a pouch containing an amulet he got from the herb woman. He's as superstitious as an old crone, so when he realizes he's lost it, he'll have a fit. Sounds easy enough. It ain't quite that easy, otherwise I'd handle it myself. That fucker don't trust no one, and he's always looking over his shoulder. If you manage to nick his pouch and his coin, you can keep the groschen as a reward. Take care now. Так, пойдем узнавать за венец. Он у нас, конечно же, не готов. Еще тут и закрыто. Видимо, слишком рано, да? 11 утра, слишком рано, да, придурочный? Тут тоже закрыто. Кошмар, кошмар. Ладно, придется и сюда позже прийти тогда. Тогда идем до таверны, получается. До корчмы. До корчмы. Правильно говорить. Isn't that... What? Shit! Henry! Henry! Here! Henry! I'm glad to see you. Мы знакомы. We know each other? Do we know each other? Did a cumin hit you over the head? Is he making fun of us? Oh, they really did hit you over the head with something, didn't they? Well, they did give me a good beating. And I've definitely got a few things mixed up. But did you get a coin from the barn? Гроши из сарая, что, простите? Yes. That is... Stop making fun of Henry. You can see he's confused. Idiots. So, do you remember us now? Yes. 2 blockheads from Skalitz. Before the attack, you two were bullshitting in the tavern. He recognizes us. I'm almost surprised how happy I am to see the pair of you are all right. We are now, but we barely made it. Yeah, it was hard. Fritz ran like a little girl. Really? Bollocks! Bloody joker. Tell us what happened to you. They gave me a pretty good thrashing as well. It was only in Rat-Eye that I got back in my right mind. You're not doing too well either, are you? Ты, я вижу, тоже не шикуешь.
перед ними стоит рыцарь в самых просто дорогих доспехах, блин. Right now, I'm a squire for Sir Radzig. I see you've worked your way up. And how are you two getting by? It's shit. You said it. We're still chopped off to bits. Owe the monastery a bundle. And there's no work here. Not for anyone with more than half a brain, anyway. Well, you two and work never got along. But don't tell me that they're not in need of carpenters. They're reconstructing the monastery. They don't want us there. And there's nothing else around here. Hey, you wouldn't happen to know of anything? It will really help us out right now. I'll find you something. You can rely on me. Thanks, Henry. We'll pay off the debt. Don't you worry. Правда, в лидечко надо. Hey, I've got this thing going in Prebıslavицы, and there's plenty of problems, and, well, I could use a helping hand. Sorry, Henry, old pal, but I'm up to my ears on my own problems. Maybe another time, when things get settled. And where would they hire you to? Well, Henry, we were I've got your carpenters in the key. mines, so wherever they work with wood, I suppose. Forget about construction. After Skalitz, no one will be building for a long time. Just here in Sazava, and they don't want us here. The best chance we have is to work at a mill. People always have to eat. Ideally, we're looking for a job that pays a lot and doesn't require much work. Правда, это в лидечко надо будет херачить. What other neighbors of ours made it? Йоханкai's in the monastery. That girl really helped us out. That's about all we know. When we ran for it, we helped Teresa, but who knows where she is now? We got separated. I was the one who helped her get out of Skalitz. She lives with her uncle in a mill in Ratai. I'm glad she survived. Since you know her so well, why not try asking her if she knows about any work? See you later. Передай привет от матуша и Фритика. Фритик, Фритик. Got it for you right here. Good health to you. Are there any problems around here I might be able to help with? Well, it depends what you're willing to do. There was one troublemaker around here not long ago, but we dealt with him. He was selling some relics he claimed were miraculous, but it was nothing but worthless trinkets. The villagers sent the bloody swindler packing so fast, you couldn't see his heels for dust. All the way to the Dechko, I believe. I reckon he won't last long there either. That's all I can think of. Good luck to you. Так, сейчас какая-нибудь звездочка в лидечко появится, да? Или нет? Нет, шарлатан. А, шарлатан у нас здесь точно. Он самый. Так, ну... Попробуем еще раз до венца добежать. Доскакать тогда уже. Потому что надо взять бы этот квест на венец. Все еще закрыто. 11 часов вообще. Этот товарищ явно не выспался, я хочу сказать. Однозначно. Просто человек не выспался, а мы из-за этого страдаем. Нормально вообще. Так, вот здесь самое интересное начинается. Всякие лавки, прочее, прочее, прочее. Очень много всего. Купальни. Далее кузница здесь.
броник немножко в другом месте. I hope I can. Any chance of some work? Well, come to think, there is one rather delicate matter to attend to. A while ago, a holy man came by here. He said he'd come from the Holy Land, and he was selling various relics he'd collected on his travels to pay his way. I see. Well, I heard he had some fragments of a sacred sword that once belonged to the fabled Czech Queen of Sheba. But by the time he reached me, he had no pieces left of the sword. All he had was some dubious wares, splinters from our Lord's cross, thorns from the crown, nothing of interest to me. And where did the pieces of the sword go? He sold them off to swordsmiths and blacksmiths hereabouts. They just keep them lying around at home for good luck. If I had them, I'd forge them back into a sword. Can you even imagine what power it would command? If you could get me all the pieces of the sword, I'd repay you very Это очень сложный квест. Я его так ни разу за всю игру и не сделал. Where can I find the powers? Like I said, the smith hereabouts bought them from him. They say the largest piece is with the rat-eyed swordsmith. The bastard probably won't want to sell. But if you manage to swipe it somehow... I could do with a sword like that. What if you sold it to me? Well, everything has its price. But this one would be expensive. Getting hold of the bits is one thing. Forging them back together is quite another. That tinkerer from Ratite couldn't manage it. Well, it does sound very interesting. I'll ask them and see what I can do. Excellent. You'll see you won't regret it. I'll pay you well. I need a skilled swordsmith in Prebıslavits who'll put good, strong steel in my men's hands. Are you interested? What? Now? When I'm on the verge of forging the most powerful weapon ever seen, the Queen of... Good luck to you. Так, ремонт булавы. Ремонт булавы. Надо попробовать самому отремонтировать эту булаву. Да, у нас получится. Отремонтировал. Таки. About that sword. Good luck to you. 1500. 1500 это очень хорошо. Вот этот топор очень интересно. Он и колет, и режет, и бьет. Просто дичь. Просто дичь. И колет, и режет, и бьет. Ну, очень интересные такие вещи. Надо с коня, кстати, забрать все вот эти вот штуки-дрюки. Продать их, а потом уже решать, что у нас, собственно,
со шмотками происходит. Боевой топор, естественно, не продаем. Продаем вот эти вот ненужные мечи, скажем так. Церемониально булаву, естественно, оставляем. Боевой топор, окованный железом, также оставляем. I'd like to... Agree? See now. Заберем с лошади теперь вообще абсолютно все. Сейчас будем к себе примерять. Что-то ремонтировать. И примерять. Что-то просто примерять. Но шмотки здесь просто офигенного качества. Просто офигенного. Начнем с самого дорогого. Мягкий черный койф. Чуть-чуть хуже. Причем чуть-чуть хуже, по-моему, именно в этом состоянии. Сейчас попробуем его отремонтировать. Мягкий черный койф. И посмотрим. По качеству он все равно хуже, кстати. Хуже. Будем смотреть на вот эту строфу. Хуже лучше. Так, это итальянский бацинет. Нас он, конечно же, не устраивает, потому что закрывает нам обзор. К сожалению. Хунсхегель также. Хунсхегель также все. И вон пошло по второму кругу. По-хорошему, я бы так, составные панские поножи, кольчужные поножи. Кольчужные получше гораздо. С бригантиной понятно. Составные панские понятно. Простые латные наплечники. И нюрнбергские латные. Так, простые латные наплечники, а на мне надеты миланские латные. Ну, они вроде такие же, но мои дороже.
В общем, все на продажу. Абсолютно все. Абсолютно все. Только доспехи он не принимает. Он у нас оружейник там вообще прям невероятный. Скотина. У них, интересно, один инвентарь или нет? У оружейника. Здорово. God be with you. God bless. Да, у них, походу, один бюджет. Это плохо. Это плохо. Так, от кузнеца перемещаемся к другому кузнецу. Этот кузнец уже должен быть такой понадежнее. Также выполним квест, послушаем его ворожбу, так сказать. Постоим рядом с ним. God save. Why is the blacksmith muttering nonsense to himself? Has he been in the sun too long? Oh, that's nothing. Just a silly little rhyme for his work, to time it right. Oh, I see. I thought he was delirious. No, he's like that all the time. The sun sets out across the skies. He loses his way, to the forge he flies. Kuttenberg is far, far away. Kuttenberg is far, here I'll stay. My breath is short, my feet are sore. I'd buy a horse, but I am poor. The sun may burn, the sun may shine, but you will not wither, darling mine. Now, for the last time. The sun, he hides behind a cloud. His heat goes cold and his fire goes loud. He drowned the fish and broke its neck, threw it down upon the deck. Fry your fish, the fish head's best, fishy thighs and fishy breast. С два молотка бам-бам-бам-бам. So, from the beginning. The sun sets out. I'm at your service, then. I'm looking for pieces of a sword that a pilgrim from the Holy Land was selling. Would you happen to know anything about it? I would. Of course I would. Well? It's a load of tripe. Only a fool would have given that trickster a single groschen, and I'm no fool. How about you? But if he lied about that sort of stuff, it would be a terrible sin. Don't be so gullible, lad. That bastard never saw the Holy Land. Unless it was in a fresco. They say you're the best blacksmith in the whole region. That metal you've tempered never breaks. Ah, nothing but old wives' tales. Of course some of my pieces have broken, but only ever here, at the smithy. No one's ever returned anything for you to rework, though, have they? Not that I recall, but I can't remember everything. I understand. I remember Father always heated up the iron until it was bright red, just starting to turn bright yellow. The furnace hummed gently. Fine words and no mistake. I do it a little differently. I heat until the metal is 2-3 shades short of bright yellow,
I ease up on the bellows, and after a Lord's Prayer and a Hail Mary, off it goes into the water. It's strange to think that I'll never help him out with it again. Our forge will stay burned out forever, unless I go back to the trade myself. It would be a shame not to, lad. Working iron is a worthwhile thing. Godly. It makes life easier for folk. And, let's be honest, you can make a decent living doing it. And is that all? There's nothing else you do with it? Well, that depends. I heat it up again after that, but not so it starts to glow. I just hold it like this at the edge of the furnace for a while, and then quench it again. You quench twice? Yes, although there's less quenching needed the second time, it doesn't get quite so hot. And how does that help? I don't rightly know. I found out about it by chance. I got caught short, needed to piss so bad, I left the rod resting by the furnace by mistake. That's how I found out if you quench twice, it doesn't break as easily. No idea why, but I've tried it enough times to know it works. I heard you reciting something just then. None of your bloody business. And you'd best be off. God be with you. Грубый какой. Поговаривают, ты ворожишь? I've heard it said that... What? They say when you temper steel, you chant... Spells? That's a good one. It's no spell. Just a rhyme to time myself so I don't hold the steel there too long. I'd like to ask you about... And I'd say I've nothing much to tell you. Let's stop talking about... Так, что там поторговать? 400! 400! Почему так плохо? Почему так плохо? Вообще не понимаю. Грустненько. Ладно, попробуем продать ему самое дешевое сейчас в большом количестве. Да, я хотел поторговаться. Ну ладно. Чуть-чуть не получилось. Один хрен, все равно перегруженные. Убираем все на лошадь. То мы будем 3 века добираться еще до торговцев. Ну реально 3 века будем добираться. Так хоть раз, и ты уже там все это дело оббежал и прочее, прочее, прочее. Так, нам надо посетить. Вот здесь какое-то место. Мясо. Мясо. Хочешь мне задание дать какое-то? Good day to you. I'm trying to get livestock from... Could you help me out? Certainly. How are the folk? Yeah, we're doing all right. Glad to hear it. Jonah. Sorry, can't say... Handy fella. Always making some. Sorry. Ah, well. You sure don't have it easy. I was thinking about it, but my place is here. I want you to supply livestock. Right. And who's going to take it there? I've got a merchant to take care of. Good. So, here's... I know it's a bit on the dear side, but you'll get... 50. That's a good price. I'll buy it. You can count if you run into... I will. I'll be with you. Это, наверное, плюсом еще идет скот из Сазавы. Are you in need of a help? Helping hand? No. But I've got a I understand. No, that's not what I meant. Beef and pork I can get plenty of. You want me to poach game? Heaven forbid I would ever suggest such a thing. No. I don't want to spoil your plans, but game... No, but if you happen to be walking in the woods and... All right. Let's say I'll take a walk... Excellent. I'm glad. Get me a wild boar for now, so I can see what you can do.
And don't worry, you'll be well. May the Lord watch over you. Кабанина хочет. Товарищ. Так, вот он, торговец. Погнали. Терроризировать торговца. Сейчас он мне тоже за этот 280 монет. Да вы просто инвалиды какие-то, я не знаю. Почему вы такие бедные, блин? Просто бедные инвалиды. Инвалиды бедные. Вот как с ними вообще? Как с ними? I'd like to do... Well... Agree? Well... Fine. Сейчас парочку вещиц себе возьму. Теперь у него хотя бы 580. Сейчас мы ему что-нибудь продадим такое потяжелее, да? Let's talk... Aye. Agree? A nice? Ну раз неплохая цена, соглашался бы сразу. Что ты меня мурыжишь? О, неплохая цена, говорит. Была бы неплохая цена, сразу бы купил. А еще что-то выпендривается. Так, здесь у нас таверна. Точнее, корчмарь. Пекаря мы тоже обнаружили. Нет, корчму мы не обнаружили. Теперь обнаружили. Далее. Тут есть где-то еще портной рядом. Обнаружили бакалейщика. Вот там дальше будет портной. Портной тоже хороший человечек, так сказать. И починиться можно. И починиться можно, и лишнего продать. О, у него хотя бы 1100. 1100, вот это мне нравится. Хорошая цена. Реально хорошая цена. Вот 1100 можно тут напродавать у меня. Всякого добра. Это шпоры так дорого стоят. Я-то думаю, чё-то не то, чё-то не то. Can we do something? Why not? Agree? I'd almost... Aye. Так, с портным тоже. Покумекали, что-то ему продали. Но все равно, одни из самых дорогих предметов у меня все еще в инвентаре. Так, вот он, шарлатан.
Надо еще на бронику зайти. I know you. I know you from somewhere. Where do I know you from? What? Vegetables, fruit, Of course, my dream. come get them. You were in a boat made of bone, and I put a crown of thorns on your head. Get it, fine people, and pork crackling too. A joy All right. to taste. Tell me about this dream of yours. That dream. Yes, that dream has come true. I dreamt that a young man would become my apprentice, my own pupil in the trade of miracles. Good men, good wives. then I'm Come in have luck. a look. Don't be On the shy. contrary, You'll I, never the see lucky such one. fine meat. What's your name, young man? Henry. Henry. A powerful name. So, Henry, are you ready to become my apprentice? Salami. All right, I'll be your apprentice. Wonderful! Oh, glorious day! I have a successor in my work. So, how do you plan to start training me? With a test of your practical skills. Oh, I have my eye on 3 rare objects of great value. But sadly, they're a little difficult to obtain. Meat, mutton, veal, beef, Go on. and chicken. First, I need a tooth of Saint Procopius. Then I'll need a branch from a topping out hung on a church. And finally, a talisman for Meat, luck. cured I'm a and passionate fresh. player. From the woods or Bloody from hell, the pen. that's a lot. It all tastes all right. delicious. One thing at a time. This player's talisman. Where am I supposed to find it? I actually have a specific one in mind. Here at the inn, there's a dice player who always has a cat's paw with him. That's supposed to bring him luck. Mutton, veal, beef, and chicken. Very well. I'll get you the paw. This topping out, what's that? You're not a carpenter, it seems. No, I'm a blacksmith. From the yard I or see. from the woods. Well, lean and a fatty, topping out is a well decorated done, spruce or We a have it conifer all. tree Come hung and on see. top of the roof of a new house to bring good fortune and God's blessing. That topping off is hung pretty high, isn't it? Naturally. It hangs on the rooftop according to tradition. And the church is tall. And how am I supposed to get it down? Damned if I know. But they had to get it up there somehow, didn't they? Very well, I'll get it. About that tooth. It's gonna be slightly more complicated, isn't it? I know. Yes, it would be very difficult to gain such a rare relic, of course. That's why I have an alternative solution. I'm listening. A layman named Procopius lives by the monastery, and it just so happens, thanks to my intricate medical knowledge, that I've found out he has a sick tooth. Come right up. It's a feast for your eyes and your stomachs. It's hard to resist. How did you find out he has a sore tooth? Anywhere. As it happens, he told me at the tavern. But that's not important. Fine, I'll get it from him. Wonderful. I'll get looking for those things then. Excellent. You do that, my journeyman. Good luck. Our Lord's tasty. Good on bread and for frying. Would you teach me more about alchemy? And Certainly. crackling too. A joy to taste. А новичкового уровня нету, да? Эх, жаль. Will you teach me how to pick? Certainly. I'm interested in more of... All right. Isn't that quite a lot? Agree? That's not enough. Lean, fatty, marble, Agree. meats of all kinds. Ну, шарлатан, блин. Даже на 170 не согласится. Капец он вообще. Jesus Christ. Может, поторгуемся? Что-нибудь тебе продам такого. Офигеть цены. Let's talk За about... книжку 241. From the woods or We from the agreed? pen.
Come It all now. tastes delicious. Is it? Come now. Come get them. That's a somewhat. Ну, капец, он, конечно, торгуется. Я в афиге вообще с него. Жесткий, жесткий. Там еще броник у нас рядом, поэтому берем все. Сейчас будем сливать. Take care now. 2 шпоры по 300. И койф 1. Остальное доторгуем. Let's have a word. Why not? Meat of all shapes, sizes, and What about this? That's better. Да в смысле? All right. А, там было 2 пункта, я думал 1. Ладно, ладно. Так, травник. Травник. Вот она стоит рядом. Powder made of the bones of Saint Thomas. Или это он и стоит, типа, для травника? Goodbye. Ничего не понимаю, ну ладно. Бахнем с котелка, раз в гости зашли, да? I'm at your service. Master Blacksmith, I've got a great offer for you. Not now. First, I've got to deal with that bastard. Can you show me how to repair? Certainly. I'm interested in more about. All right, but О, 180 монет. На 170 согласишься? Другое дело. Навык починки стали сильнее. Так, у него 2000. 2000 это великолепная новость для нас. Потому что мы можем просто взять вот так и вот так продавать все. Ну как все? Немножко. Немножко мы продали. Вот. На что хватило, собственно. Да. Can we do something? Aye? Aye, for... Плюс 2000. И мы все еще груженые. Причем хорошо так груженые. На 180. Ну, там, конечно, с небольшим, но все равно. Can you show me? Sir, I'd like to. All right, but it. О, навык починки. У меня уже 10-й оказывается. What about this? Come now. Agreed. Может, даже я навык какой-нибудь получил? Нет? Нет. Но у меня 14 уровень. Уровень починки. Так, а что здесь делает скалецкий священник? Мне даже интересно. What the? Поболтать хотим. Father, when do you plan to return to St. James? I beg your pardon. Why do you ask, my boy? Your housekeeper, Agnes, is in Ratai and doesn't want to work for anyone else. She's waiting for your return. So she survived. Thank the Lord. I prayed for her and all who suffered, but I'm not going back. Tell her I appreciate her concern, but to look out for herself now. Take care now. Вот так вот. Задания сами ко мне идут. Это замечательная новость. Good God. What happened to your clothes? May the А Lord что с watch моей одеждой? Она просто грязная. Young master, the good Lord, in his infinite wisdom, gifted me the power to know the fate of men. For just a little coin, I can tell you all the good and evil that awaits you. Why not? So, what fate awaits me, good wife? I see
A maid in a red dress. The flash of fair hair and bold features. I see twinkling eyes and hear tinkling laughter. I see a great love that will last till the grave and beyond. And I can see her name. It is Katerina. Thank you. Here's your coin. I thank you, Goodman. There's not many who treat me as kindly as you have. May God be with you. God be with you. Take care. Очередные шарлатаны. Писарь. I'm honored that a knight... Хочу книжки. God be with you. Ну, такие себе тут книжки, конечно. Can we do... Я думал, будет лучше. Finally. Там что, замок сложный. Так. Отнеси череп Живодеру. Это за углом. Вот здесь место, и вот здесь у нас место еще не исследованное. Живодер здесь. Hey, who's there? Hey! I hope I can be of some... I found this skull. People are saying it's the skull of a demon, but I don't know. It certainly looks like it, with the horns and all. Well, let's see. Those are deer antlers that someone's fixed to this human skull. It's not a devil, just a bit of devilry. I'm glad to hear it's not the real thing. Someone must have put it there deliberately, knowing that's where they were due to dig. And they put a lot of work into it too. The horns are held on tight, even though it was lying in water. Whoever did this was skilled bugger, and no mistake. God be with you. Сапожник. Сапожником тоже можно хорошо торговаться. Good day to you. Good luck to you. Смотря какой у него бюджет. 200. Бюджет 200. Херота, конечно. Но... Ладно, не хочу я ничего. Даже это как его. Даже ему ничего продавать не хочу, потому что бюджет 200 это... Это даже не бюджет. Это херня. My humble greet. May the Lord watch over you. Так, собственно, кому мы скачем? Еще раз проверяем задание. В ледечко мы пока не собираемся. Ну и к пане нам надо, да, венец еще получать, соответственно. Есть у нас тут еще работа, так сказать. Для начала выиграем талисман.
and one of the knights. You must be that lucky fellow everyone's talking about. Lady Luck has been good to me lately, sure enough. But that can change quicker than you know. People say that you get help from a lucky charm. Is that not allowed? No, it is. It just interests me, that's all. Why? Hand over that cat paw. Oh, what? Or I'm gonna start breaking some limbs, and they won't belong to a cat. You know what? Go and yell at someone else, you mongrel. Да ладно, 15 мало. Серьезно. About that What about it? I could use a paw like that myself. Then go to the knacker. I'd like to try that luck of yours. Let's play for your talisman. As you wish. Сотка. Sure. May the Lord watch over. Да. Мне интересно, какие у него кубики. Why, oh, why did I ever agree to this? I'll lose my shirt again. Not afraid of anything, eh? Ну как-то очень слабо. Слабо очень. Ни хрена себе у него кубики. Ни хрена себе у него кубики. Медные. Finished. Мне кажется, надо сначала его обворовать нахрен. А потом уже лезть в это вот все. Да ну жесть какая-то. С первого же броска 1100 сделал. Что за издевательство нахрен? Что за издевательство нахрен? Not afraid of anything, eh? Вот как играть? Я 2 раза по 250, он 1 раз в 1100. У него, я так понимаю, просто медные кубики. We'll see. Просто медные какие-нибудь. Медные счастливые кубики, может они называются, или как-то. Могу ошибаться, конечно. Should I? Shouldn't I? No, I don't. Что-то не везет, конечно. If I was in your shoes, I'd pass while the going's good. Вон, 3 пятерки, единичка, продолжаем. If I was in your shoes, I'd pass while the going's good. Один, два, три, 4. Продолжаем. Ah, come on. It's time I had a throw. О, уху-ху! 1, 3, 3, 5. Продолжаем. Use your head, man. You'll lose everything. 3 шестерки. 2 единички. Офигеть. Я выиграл. Well, seems my luck's run out. Damn it. Seeing how I lost. I reckon that cat spot don't bring luck anymore. Not to you, anyway. So, thanks for the game. А 100 монет где мои? Охренеть. Я ему 100 монет дал за его лапку. Нахрен мне такая лапка за 100 монет? Ладно, поехали к нытику Прокопию тогда. Yeah!
Прокопий. Я. Проехал его, наверное, 100-500 раз. А, нет, не проехал. А, ща, ладно, по поводу этого узнаем. Тут сундуки есть хорошие. Сундуки-то они, может быть, и хорошие, но хлам в них, конечно, отборный. О, травы. Интересно. Это было интересно. Неужели я собрал все? Таким образом. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. The Lady of Talmberg sent me. She wants me to find out why the crown's been delayed. Through no fault of ours, I can tell you that. We had a large stone ordered for mounting on the crown, a beautiful Moldavite from South Bohemia that we had cut and polished in Prague. But, well, in short, the good merchant, Martin Vizek, who was supposed to bring it from Prague, got lost along the way. It's like the ground swallowed him up. Lady Stephanie won't be happy. Look, we've got something else here we can replace the stone with, but I'm sure even you can see it's not worthy of a noble wedding, and definitely not worthy of our fine craftsmanship. Oh, if I only had someone who'd try to find the Moldavite. Why don't you just ask me? Of course I'll try to find the stone. Just tell me where the fellow was seen last. That fellow, as you call him, the esteemed merchant, Martin Vizek, was last seen riding alongside the Sazava River, passing by the footbridge over the ford, to the west of here. Evidently, he never made it to Sazava town. Well, I'll look for him, but he could be far over the mountains by now, or under the ground. Farewell. Да, или под землей. Это уже больше на правду похоже. Так, у нас тут Прокопий торчит где-то. Вот он прям здесь торчит. Вон он, вон он. I hope I can be of help to you, Knight. It doesn't look good. What? What are you talking about? Your tooth. I bet it hurts a lot, doesn't it? How do you know about that? As a practitioner of the healing arts, I recognize the signs of a sick tooth. You have a bloated face, you're sweating, and the way you breathe is absolutely typical of the condition. You're a physician? Isn't that what I said? And if I can give you some advice, you should have it removed. There's a blacksmith down in the town. No. There's no way I'm putting myself in the hands of that butcher. I understand. But look here, I know about healing. I can go along with you and make sure everything goes as it should. You do that? Of course. Jesus Christ. I'm a grown man and I need an escort. You don't have to be embarrassed. Every man in the world's afraid of having his teeth pulled. I know, but even so... Let's go then, and get this over with. Так, следуем за Прокопием. Но
мы с ним пойдем в следующей серии.